Каждый сезон мода предлагает нам десятки новых трендов. И, конечно, я как стилист смотрю на них не с позиции, красиво это или нет. Я смотрю на то, насколько реально данный конкретный тренд большая часть людей сможет или нет встроить в свои гардеробы и обычные повседневные образы. И сегодня я хочу рассказать для вас про 10 трендов, которые действительно являются популярными среди сезона осень-зима 2026-2027, но при этом я не советую никому их покупать. И прежде чем мы продолжим, я напомню, что вы на канале Заботливый стилист, меня зовут Аня, и здесь мы обсуждаем осознанный подход к формированию своего гардероба и личного стиля, и если такой подход вам откликается, то не забудьте подписаться на этот канал и, конечно же, продолжайте смотреть. Я как стилист работаю с гардеробами, а не с фотографиями гардеробов, и разница здесь огромная, потому что на фото вещь может выглядеть по одному, например, при правильном свете, при статичной позе, точно так же, как если мы смотрим какие-то подиумные образы, мы должны понимать, что в жизни эти вещи должны пережить дорогу до работы, дождик, какую-то непогоду, ветер, нам должно быть удобно в этом, мы должны не беспокоиться каждый день о том, насколько практично будет для нас эта вещь. И 10 трендов, которые я сегодня разберу, они являются популярными среди фэшн-инфлюенсеров, среди моды и подиумной моды. И сегодня я расскажу, почему конкретно я не советую вам это использовать, потому что на самом деле я считаю, что это будет очень непрактично и неудобно в обычной реальной жизни. И первый тренд, начнем с того, что это меховые изделия в виде юбки, в виде платья. Это то, что сейчас нам предлагают подиум в том числе, но мех, особенно натуральный, он требует химчистки, которая есть не в каждом городе, и носить его можно только в сухую погоду. И вот просто представьте, как мы должны в обычной своей реальной жизни ходить в каких-то меховых платьях или меховых юбках. Это очень необычно будет выглядеть для блога, например, для фотографий, для какой-то необычной фотосессии, но для какой-то стандартной реальной жизненной ситуации это практически неприменимо. И вот подумайте над тем, что вы, например, покупаете такую вещь, а максимум наденьте ее 2 или 3 раза за этот сезон, и это только в лучшем случае. Поэтому отдельно еще хочу сказать, что если вы покупаете такую вещь, то не забывайте о том, что мех не в верхней одежде, а в целом как просто отдельная часть гардероба в виде платья или юбки, он добавляет объема, и поэтому, если вас тянет на какие-то необычные фактуры, лучше используйте мех в виде воротника, шарфика, накидки какой-то, но не в виде платья и не в виде юбки. Особенно если вы хотите использовать мех, то лучше делать ставку на стандартную верхнюю одежду в виде шубы, и тогда у вас точно так же будет хорошо использоваться мех как тренд. Следующий тренд — это огромное обилие заколок или в целом обильные заколки в волосах. Они, честно говоря, очень во многие контексты жизни просто не подойдут, и это тренд, который отлично живет. 2 минуты в отснятом ролике, это то, что хорошо набирает хайп, но при этом это то, что для многих из нас является просто очень каким-то странным трендом, и при этом хочу сказать, что множественные заколки, они визуально считываются как единый комплект аксессуаров, и если он не идеально подобран под остальной образ, то, конечно же, это будет выглядеть очень странно, знаете, как вот образ городской сумасшедший. И что лучше использовать вместо этого тренда? Вы можете использовать один качественный аксессуар для волос, который будет держать форму, который будет брать акцент на себя, но при этом который не будет выглядеть как что-то чужое, натыканное просто, как, я не знаю, ребенок какой-то собирал. Следующее, что мы не используем и что сейчас является популярным, это использовать какие-то крупные принты с чужим лицом, с узнаваемой картиной, с каким-то узнаваемым портретом. Честно говоря, это очень сильная вещь, и ее практически никогда нельзя комбинировать почти ни с чем, потому что она уже сама по себе, как вещь, полностью самодостаточное высказывание. Если мы добавляем к ней что-то еще визуально избыточное, то образ будет выглядеть слегка перегруженным. В целом
целом этот тренд не совсем плохой, но если вы сомневаетесь в том, как носить такие громкие вещи, возможно, вам будет очень сложно составлять с таким трендом образы. Поэтому, если у вас, например, есть желание добавить какие-то конкретные принты, берите что-то более классическое или менее говорящее, потому что когда мы используем действительно чьи-то портреты, какую-то картину, какой-то прям четкий, узнаваемый портрет или фото местности, то, конечно, мы таким образом заявляем о своем интересе к искусству или конкретному человеку, но это чаще всего работает против нас, потому что действительно с такими говорящими трендами очень сложно составлять образы. Четвертый тренд — это то, что мы используем видимое, скажем так, неоновое белье. И этот тренд практически полностью завязан на один конкретный контекст. Это то, что мы его используем на вечеринках, на фотосессиях, для каких-то специальных мероприятий. Потому что вне этого контекста, если мы будем так носить белье, то нам практически некуда будет это надеть, потому что на самом деле без особого контекста этот тренд сам по себе мы не сможем применять. И это такая очень узкая категория тренда из всех 10 пунктов. Это фактически то, что мы можем носить либо раз или два в год, но точно даже не в осенне-зимний период, и что вам лучше всего попробовать вместо этого тренда. Сама идея вот этого видимого белья как элемента образа, я предлагаю посмотреть, например, на цветной атласный топ спокойного оттенка или, например, какой-то бельевой юбки, которая не будет выглядеть как белье на показ. Это будет гораздо более элегантно. Дальше это перья, особенно перья на верхней одежде. Мне кажется, это максимально какой-то непрактичный тренд, потому что если мы попадаем под дождь, под снег, то все наше великолепие вот этой верхней одежды потеряется буквально за 2 минуты. И я думаю, что не у каждого из нас есть возможность покупать такую верхнюю одежду, которая в целом будет производить вау-эффект, но при этом она будет, как бы, скажем так, сомнительного качества, если она промочится, если она попадет под ветер, если она попадет под снег. Поэтому что мы используем вместо этого? Конечно же, мы используем перьевые детали как съемные аксессуары. Это может быть брошь, заколка, это могут быть, знаете, такие нарукавники, но при этом это то, что должно быть защищено от влаги. Поэтому на верхней одежде перья мы пропускаем. Следующий тренд — это сильно рваный деним. И здесь чаще всего проблема не в том, что это как-то не подходит большей части людей. Это как будто бы, знаете, такая агрессивная рваность, и у большинства из нас нет такого контекста жизни, чтобы приходить куда-то и заявлять об вот этой агрессии, о каком-то бунте, даже, может, в каком-то степени подростковом, в обычной своей реальной жизни. Получается, что вот рваный деним — это вещь с узким кругом применения, но покупается она, естественно, по цене полноценных джинсов. Плюс вот эти крупные разрезы, они со временем чаще всего расползаются дальше, чем это было задумано дизайнером, и вещь физически изнашивается быстрее, чем просто обычный стандартный аккуратный деним. И вместо этого, конечно, мы используем какие-то либо минимальные потертости без сквозных разрезов, плюс мы понимаем, насколько конкретная модель будет вписываться в наш контекст жизни. Если вписывается, отлично, покупаем, носим, но если нет, то, конечно, стоит подумать над такой покупкой, плюс это еще не очень хорошо в холода. Дальше мы избегаем тренда на очень гигантские, крупные, объемные детали в виде каких-то больших заколок, в виде огромных, нереально пропорциональных цветов или бантов, потому что это все в обычном контексте повседневного дня для многих из нас может быть слишком нарочито, и нам просто попусту это некуда надеть. Ни в офис, ни на какую-то встречу деловую, ни там, например, для обычной жизни, там, например, проведения времени с детьми или даже с друзьями. И чаще всего такие огромные акцентные детали, они будут хорошо смотреться на каких-то крупных мероприятиях или на вечеринках, но если мы хотим добавить какой-то акцент, избегаем вот этого излишнего гигантизма до нормальных размеров. Следующий тренд — это пушистые сумки.
тут здесь такая же история про мех, про то, что мы используем перья на верхней одежде. В общем, это сумка, которая должна выдерживать любую непогоду, потому что носить мы будем ее не только в помещении. Поэтому, если мы покупаем сумку из меха, да, это классный тренд, который будет точно привлекать к себе внимание, но если это не единственная сумка в вашем гардеробе, она является действительно как покупка для акцентных образов, то да, такая тенденция в целом может подойти в ваш гардероб. Но если же это сумка, которую вы будете использовать просто каждый день в своем гардеробе, а замены ей нет, то я бы советовала заменить такую сумку на одну пушистую деталь, если вам действительно хочется повесить, например, какую-то подвеску пушистую, и тогда этот тренд, возможно, будет для вас закрыт. Но если же вы действительно хотите добавить такую сумку к себе в гардероб, то посмотрите на то сначала, закрыт ли у вас базовый, скажем так, сумочный гардероб, который вы будете использовать для своего каждодневного использования. Следующее, о чем я бы хотела поговорить, это декорированные ремни. Особенно это касается ремней, которые используют заклепки, стразы, и все это, оно очень регулярно осыпается, это выглядит не всегда уместным. И, честно говоря, ремень — это вещь такого ежедневного контакта с нашим телом, с нашей другой одеждой. И если мы, например, носим такой агрессивный элемент или, например, слишком яркий элемент, во-первых, это я уже молчу про то, что такие ремни могут не вписаться в повседневные образы для большей части населения, но при этом всем заклепки и стразы, они имеют такую тенденцию того, что они будут цепляться за трикотаж, за какой-то шелк, за атлас, и вместо этого можно выбрать ремень с акцентной пряжкой, например, необычной формы, вместо вот этого перегруженного декора по всей длине ремня. Это будет гораздо более удобно в повседневной носке. И следующий, последний, 10-й тренд, который я бы не посоветовала, это носить леггинсы как отдельный элемент для повседневного городского образа, потому что здесь проблема не в материале, а в считываемости, потому что леггинсы физически созданы для спорта, и вот эта облегающая, струящаяся ткань без переходов, которая даже у самых узких брюк есть как бы небольшие расширения. Или, например, в деловом или в городском контексте леггинсы очень часто будут считываться очень невежливо, неаккуратно и как будто бы вообще неуместно. И дело не в качестве того, какого качества вы покупаете леггинсы, а в том, какой стилистический посыл они несут нашему глазу. И очень часто я вижу, как объективно хорошие образы портятся тем, что они, например, используют леггинсы вместо, например, джинс тех же самых, вместо брюк. И вместо леггинсов мы действительно можем использовать и брюки из плотного трикотажа, или какую-то костюмную ткань, или тот же самый деним, который подойдет вообще практически под все. И любые, даже самые спортивные джеггинсы можно использовать для своих образов в городе, поэтому обязательно, даже если у вас есть какая-то тенденция к спортивному стилю, если вы не работаете фитнес-тренером, когда вы действительно должны носить леггинсы каждый день в своем обычном контексте, постарайтесь заменить этот элемент гардероба на что-то более, скажем так, применимое к городскому стилю, потому что на самом деле это действительно мало где выглядит уместным. И когда вы покупаете тот или иной тренд, попробуйте посмотреть, насколько он действительно будет уместно в вашем контексте жизни смотреться, с чем в вашем существующем гардеробе вы будете сочетать тот или иной тренд, который вы увидели где-то в рекомендациях, например, в интернете, в социальных сетях и так далее. Что произойдет с вещью после 5 реальных носок с учетом ткани, ухода и вашего образа жизни? Вы должны понимать, как вы будете использовать эту вещь, с чем вы будете ее носить и в каких погодных условиях в том числе вы будете ее использовать, потому что если хотя бы какой-то из этих вопросов вызывает у вас сомнение, что вещь будет использоваться на 100%, что если вы ее покупаете не как действительно просто классный акцент в свой гардероб, а вы планируете ее использовать как для
ежедневной носки, то вам стоит подумать действительно не только о красоте, трендовости, но и о практичности. Поэтому обязательно посмотрите на то, насколько как каждый тренд применим к вам. И вот это видео — это самый очевидный пример того, что не все из того, что диктует нам мода, не все тренды нужно принимать к себе. Я говорю это как стилист, и на самом деле есть очень много трендов, которые вам не подойдут, но подойдут кому-то другому. И даже то, что я сегодня перечислила, кому-то действительно может подойти и откликаться, и быть частью выражения личного стиля конкретного человека, но при этом это не то, что я бы посоветовала большинству из вас. И на самом деле даже те тренды, которые я освещаю в своем телеграм-канале, скоро, кстати, будет выходить очень большая подборка на тему того, что сейчас будет в актуальных тенденциях на сезон осень-зима 2027. Вы можете перейти и посмотреть, но это не значит, что все, что там будет перечисляться, вам надо собирать для себя. Важно очень осознанно подходить и к своему гардеробу, и к формированию своего личного стиля, и понимать, насколько что из того, что здесь вам предлагается, будет вам откликаться, что вам будет усиливать гардероб и личный стиль, а что нет. И, конечно же, я вам всем желаю классных, грамотных, функциональных гардеробов, стильных образов, чтобы вы чувствовали себя потрясающе в каждом из них, этой осенью и зимой в том числе. Ну и, конечно же, если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, напишите комментарий, что вас удивило, как вам вообще такая тема, и давайте увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!